Сколько стоит жизнь в Испании в 2023 году в месяц? Сколько тратит обычный человек? И сегодня мы с вами сравним также цены за 2021 и 2023 год. Как раз в апреле 2021 года я сняла видео об основных тратах в месяц, кроме еды. И узнаем, какая инфляция, и подведем итоги за месяц. Нас ждет занимательная математика. Ну что, поехали! И начнем мы с самой большой траты в месяц – это аренда квартиры или ипотека. Если в 2021 году можно было спокойно обычную двухкомнатную квартиру по испанским меркам снять за 500 евро, естественно, без всяких там дополнительных условий, то есть без гаража, без бассейна, то есть без дополнительных, обычный дом в обычном недорогом районе, то сейчас уже цены начинаются от 750 или 800 евро. Я бы даже вас настраивала на 800 евро, потому что на 750, вот я смотрела на сайте idealista.com, уже не такой большой выбор. Цены очень-очень сильно выросли. Что значит двухкомнатная квартира по испанским меркам? Это означает то, что у вас есть две комнаты, зал в этот расчет не входит. То есть по российским меркам это трехкомнатная квартира. И, соответственно, если вы хотите какой-то дом, большую планировку, большую террасу, я не знаю, бассейн, там, своя урбанизация, то, соответственно, цены будут уже там от 1000 евро там, и выше. Как искать квартиры? Я уже как-то рассказывала, есть такой замечательный сайт idealista.com, на котором вы можете посмотреть и отсортировать по цене квартиры, там, дома, неважно, да, то есть под ваш запрос, под район. И смотрите, в Малаге есть самый ужасный район, это Пальма-Пальмея, в нем цены будут самые дешевые. То есть, когда вы будете смотреть квартиры, где искать, всегда начинаете где-то от цены не меньше 750 евро. И если вдруг вам подозрительно окажется за 500-600 евро, это явно не хороший район. Если вы не знаете, где смотреть, на моем сайте Натали ин Малага можете скачать чек-лист со списком всех испанских сайтов основных, где можете искать жилье. Также хотела обратить внимание, то, что помимо аренды, естественно, выросла очень сильно ипотека, потому что ставка рефинансирования Европейского банка выросла. Если раньше она была чуть ли не отрицательной, по-моему, даже минус 0,5, вот такого рода, то есть либо чуть-чуть свыше нуля, то сейчас она уже свыше 3% поднялась. Если наши друзья раньше платили за квартиру ипотеку в Тормалинсе 450 евро, то сейчас они платят уже порядка 600 евро. Инфляция очень-очень большая. С чем связан такой рост цен в Малаге? Он вообще есть по всей Испании, но в Малаге он очень сильно ощутим. Первая причина – это пандемия. И вторая причина – это огромный переезд IT-специалистов. Это вот порядка в 2022-2023 году переехало огромное количество. Как вы знаете, Малага – это сейчас IT-хаб развивающийся, и вообще, в принципе, город развивается. Тут очень большая стройка, он считается чуть ли не сам на первом месте по развитию в Испании, в плане то, что все увеличивается, наращивается. Переехало огромное количество людей, то есть спроса больше, чем предложений. Нет такого количества квартир. Не так просто найти вообще квартиру в аренду. И, соответственно, цены взлетают просто нереально. Следующим пунктом рассмотрим интернет и телефонную связь. Современный человек 21 века не может без этого жить. И из чего цена складывается? То, что у вас подключается фибра, да, к вашему дому, и плюс уже там телефонная связь – это уже отдельная цена. В 2021 году фибра стоила от 25 евро. Это я вам говорила на примере «Я моя». То сейчас на примере мы поменяли уже тариф и нашли для нас идеальная сейчас телефонная связь и дешевая – это Digi. И Digi, если в вашем доме этой фибры их нету, то есть им нужно ее арендовать, то она стоит от 30 евро. Но если в вашем доме проведена фибра именно Digi, то уже она стоит от 20 евро, то есть стала дешевле. И в плане телефонной связи тоже стало намного выгодней. Если раньше за 5 евро подключение одного телефона вы получали всего лишь 3 гигабайта, представляете, 3 гигабайта – это вообще ни о чем, то сейчас за 5 евро вы получите 10 гигабайт. Это все я говорю на примере Digi. Также есть, конечно же, и остались еще остальные дешевые операторы, как Е-Моя, Семье. Это вы можете искать. Но нас устраивает полностью Digi, мы с ним уже давно, несколько лет, и все хорошо. То Digi сейчас за 5 евро вы получаете 10 гигабайт, а за 6 евро 20 гигабайт. И это вполне достаточно. Я вот, например, 10 гигабайт, мне кажется, даже не истрачиваю в месяц. Ну или примерно такую стоимость. То есть, если на семью из 2 человек вам нужен домашний интернет и 2 телефона, например, да, то вам сейчас понадобится 30 евро.
то раньше это было 35 евро. То есть даже что-то дешевеет, представляете? Ну и перейдем к следующей трате, это электричество. Это просто больная тема всех испанцев, оно повышалось уже такое количество раз. В 2022 году были нереальные цены, потому что они в стоимость электричества также включали газ, то, что нужно его, чтобы подключать. У нас платежки за лето 2022 года были очень большие, но мы за эти 2 года с этим увеличением цен уже поменяли и несколько компаний, и тарифы постоянно меняем, и сейчас у нас цены очень-очень комфортные, я бы сказала. В принципе, выросли не так сильно по сравнению, как было раньше. То есть в 2021 году мы платили в месяц приблизительно 45-50 евро, то сейчас мы платим 60 евро в месяц. И это прям совсем немного. Далеко не все люди так платят. Это очень-очень-очень дешево. На семью из 2 человек. Что у нас есть дома? У нас, во-первых, энергосберегающие лампочки, у нас электрическая плита, у нас микроволновка, компьютер, телевизор. Что у нас еще есть? Кондиционер. Кондиционер, естественно, мы пользуемся только либо летом, либо зимой. Зимой очень мало пользуемся, кстати, потому что нужно сделать, особенно на юге, это утеплить дом. И в первую очередь это поменять окна. Когда мы поменяли окна на качественные, непродуваемые, и теперь у нас реально тепло не уходит. И кондиционером мы пользуемся зимой очень-очень мало. В Малаге для меня комфортная температура. Конечно, всем переезжающим зимы холодные я уже привыкла. Теплая пижама, и все отлично. И вот пришел счет за последний месяц, это было даже не месяц, а 37 дней. И мы заплатили 60 евро, мы истратили 283 киловатта. И если пересчитать на месяц, то это приблизительно также получается 50 евро. То есть фактически мы практически себе цену не изменили, что было в 2021 году. Но это лично наш пример, наш дешевый тариф, далеко не у всех так. Также я посчитала, сколько мы потратили вообще за год на электричество, потому что некоторых интересуют эти цены. Я взяла период с апреля 2022 года по март 2023 года, и у меня вышло 930 евро в год. Причем цена была бы меньше, если бы июль и август мы не платили столько. Как раз когда очень изменили тариф, включили этот газ, у нас был большой счет. Но даже если пересчитать на месяц, то в принципе цены умеренные. Я даже знаю примеры, что у некоторых людей, которые живут один, так жили вдвоем, и у них стали приходить счета там 100 евро, 150 евро, и это еще не без кондиционера, это просто обычные цены, у кого-то даже 200 евро. Поэтому я вам советую следить за тарифами. Если что-то меняется, искать более выгодный. Допустим, по телефону мне не нравится, когда звонят по телефону, тебе что-то предлагают, быстро пытаются впарить. Я все-таки больше рассчитываю на сайты и информацию там. То есть, а если нужно, тогда уже можно перезвонить, узнать. На нашем примере мы сейчас пользуемся компанией Octopus, и она считается одной из самых дешевых. Также там есть лайфхак. Если вы хотите, даже в этой компании есть много тарифов, и чтобы подключить более дешевый тариф, вы можете стать членом. Это Octopus, там, за 5 евро в месяц, выбираете тариф более дешевый, и потом, как делают многие испанцы, и не только, наверное, испанцы, можно отключить это членство там через месяц, и все. То есть вы один раз за него заплатили, и зато у вас действует отличный тариф. Пользуйтесь моим лайфхаком. Поэтому, если вы платите очень много, посмотрите, потому что у нас раньше была компания Endesa, потом мы брали Iberdrola, и теперь остановились на Octopus, и нас она полностью устраивает. Тут также следом за электричеством идет трата на газ. Как вы знаете, то, что если вы будете отапливать помещение кондиционером, вам придут громадные счета. Там зимой, особенно там, вот в Мадриде, тратят там, и 500 евро может прийти. Это нереально так платить каждый месяц. Поэтому многие пользуются газом. В нашем доме у нас нет газового отопления, у нас есть колонка, и от газа мы только нагреваем воду. То есть мы покупаем газовый баллон. Это дешево, потому что нам и не нужно центральное газовое, потому что мы им не пользуемся постоянно. И раньше газовый баллон стоил 12 евро, от 12, я бы сказала, да, там, в зависимости от бензоколонки, то сейчас уже от 15 евро. Нам баллона примерно хватает на 1,5 месяца. На севере Испании бывает часто даже проведен газ. Даже я в Андалусии периодически встречала в некоторых домах, но нам это невыгодно, потому что реально мы им не пользуемся часто. У кого-то даже бывает газовая плита. Я чаще встречала электрическую. И, допустим, в Пуэбло, там, как я говорила много раз, что там очень-очень холодно, естественно, электричеством вы там не натопитесь, вы там просто будете какие-то миллионные счета евро платить в месяц за отопление. Поэтому, если раньше часто испанцы пользовались газовыми горелками, то есть когда там под стол ставится горелка,
и подключается газовый баллон. И ноги под стол, и греемся, да, сидим все вместе дружно. То сейчас есть огромное количество каминов, портативных, да, в который вы заправляете пеллетс, такие, не знаю, кусочки, может сказать, прессованного дерева. И это очень выгодно и достаточно дешево выходит. То есть там только мешки эти покупаете. И сейчас, то есть вот у сестры мужа, которая живет в Пуэбло, ей купили такой обогреватель, камин. И он очень хорошо, во-первых, прогревает. То есть вся комната прогревается, а не то, что только там, да, под столом ноги. И это достаточно выгодно. Сколько стоит вода в месяц в Испании? В 2021 году я говорила, что примерная оплата за месяц это 15-20 евро, да, у нас в Андалусии. Водная компания, она в принципе одна в Испании, Эмаса. И нам пришел счет за 2 месяца, за март и апрель. Мы заплатили 10 евро за 12 кубических метров. Стоимость воды включает, естественно, не только сколько вы потратите, а также налоги. А налоги в разных провинциях могут быть разные. Поэтому напишите свои траты, и мы сравним в разных провинциях Испании. Я думаю, всем будет интересно. Также обязательной ежемесячной платой в месяц являются коммунальные платежи, или по-испански коммунидад. Раньше я говорила, что для обычного простого дома, без урбанизации, без бассейна, стоимость начиналась от 30-40 евро в месяц. Мы тогда платили 60 евро в месяц, хотя в нашем доме тоже нет бассейна и урбанизации. Но, возможно, это из-за того, что дом больше и есть гараж, и уходят деньги также на его поддержание. Что вообще входит в коммунальные платежи? Это оплата уборщицы, это поддержание всех систем. То есть, если что-то у вас сломалось, трубы, там, электричество, вода, что угодно. И, допустим, гаражная дверь, и это все ремонтируется за счет этих средств. В 2023 году мы платим сейчас 67 евро. Немного выросло, то есть не сильно. Напишите, как у вас изменились цены. Вообще коммунальные платежи очень сильно зависят от дома, от его территории. И они и раньше могли платить 100 евро, и там и даже больше 150. Реально, бывают такие цены, и если очень большой дом, и очень много всяких удобств и услуг. О ценах на транспорт. В Малаге очень хорошо развит общественный транспорт. Что на автобусе, что на метро вы отлично доберетесь, либо на электричке. И автобусы, цена на автобусы. Разовая поездка стоит евро 40. Как она в 2021, так и в 2023 году она не изменилась, такая же цена. Но теперь, если вы покупаете абонент на 10 поездок, раньше он стоил 8,40, то есть одна поездка 84 цента, то сейчас правительство из-за того, что инфляция, кризис в стране, они стали делать субсидии, и цены на транспорт очень сильно уменьшились. Они начали уменьшаться еще с сентября 2022 года. И вот так каждый там квартал, то есть там, и вот с 1 января 2023 года автобус стоит сейчас 42 цента одна поездка, то есть 4,20 за этот абонент. И с метро произошла похожая ситуация. Разовая поездка так и осталась евро 35, ну плюс вы покупаете эту карточку, платите за нее 30 центов. Но если вы покупаете какой-то абонент, там, берете эту карточку, да, и там на нее кладете там евро, 5 евро, там можно ее пополнять уже от евро, да, 5 евро или больше, то одна поездка с 1 апреля 2023 года вам будет 33 цента. Это очень-очень дешево, дешевле автобуса. А в моем случае, так как я живу в районе Театинос, в студенческом районе, в нем отлично есть и автобусы, и метро, и легко добираться. Тем более метро с 27 марта открыли прям до центра города. Метро, последняя трасса, она сейчас находится, то есть в шаге там от центрального рынка и от пешеходной Каи Лариос. И это просто замечательно и быстро. А для многодетных семей всегда, конечно же, есть еще скидки, и там поездка на метро еще выходит 26 центов. Также еще хотела добавить, автобусы также ездят же еще в аэропорт, и поездка в автобус в аэропорт стоит 4 евро. Она не изменилась, что была в 2021 году, что в 2023 году. Также в Малаге очень удобная сеть электричек, которые идут от Малаги до Фуэнхиролы. И их цена также не изменилась. То есть, если вы покупаете эту карточку, то есть вы ее никогда не выкидываете. Если вы не знаете, как чем пользоваться, посмотрите мое видео о транспорте в Малаге, где я подробно все показываю на автомате, как что платится. И цена в аэропорт стоит евро 80, если вы с этой карточкой. И до Фуэнхиролы, то есть самый дальний город, 3,60. Это все в одну сторону цена. То есть тоже демократичные цены. Мы реально не пользуемся такси, то есть либо на своей машине, либо на общественном транспорте, особенно когда в центр, потому что с парковкой там все непросто, да, особенно в выходные дни. И насчет такси завела тему и продолжу. То есть раньше я говорила, что в 2021 году можно по городу перемещаться на такси примерно 5-8 евро. Сейчас, может быть, если совсем маленькое расстояние, вы такую цену найдете, и это я говорю про приложение, типа Cabify, Uber, либо Bolt.
то сейчас я, например, сравнила, если вы хотите доехать из студенческого района до центра города, это приблизительно 10-15 минут, в зависимости от пробок, да, и это сейчас стоит порядка 14 евро. То есть, ну, меньше где-то 12-10 евро я не видела поездки. То есть, если, может быть, у вас совсем маленькое расстояние, ну, вряд ли вам такое нужно, то есть на соседнюю улицу переехать. То есть, цены тоже подросли. Еще очень важная ежемесячная трата у испанцев – это частная медицинская страховка. Я вам говорила, что ее очень важно иметь, потому что к обычному врачу не всегда вы быстро попадете. Причем, чтобы вам попасть к конкретному врачу, я не знаю, к окулисту, гинекологу и, не знаю, хирургу, например, вам нужно пройти через терапевта. Этот процесс удлиняется с учетом того, что СИТы тут не так быстро получить. И раньше, в 2021 году, страховка стоила порядка, средняя страховка 50 евро на человека. Естественно, зависит от ваших заболеваний. Если вы имеете много хронических заболеваний, то страховка будет дороже. На нашем примере мы платили в 2021 году за человека 40 евро, и в 2023 году мы платим уже 43 евро. То есть цена немножечко выросла. Следующая очень важная трата касается автомобилистов, у кого есть машины, там, мотоциклы или что-то еще подобное. Раньше бензин стоил, конечно же, намного дешевле. На примере бензина А95 он стоил евро 35. И, как я говорила, есть такой лайфхак. Заправки Carrefour магазина, то есть вы получаете карточку со скидкой, и тогда можно было заправиться порядка евро 15 за литр. То сейчас в 2023 году бензин стоит в среднем по Малаге евро 65, евро 60, евро 70, то есть, ну, там, зависит, они приблизительно цены сравнялись во всех парковках. Ну, естественно, в Карифуре небольшая скидка. И еще также есть отличные заправки Petroprix, где дешевые цены. И мы заметили, что бывает даже в Карифуре чуть-чуть дешевле, чем это Petroprix, ну, если со скидкой, конечно же, брать. Ну, то есть так примерно одинаково. И нас очень удивило, когда мы сейчас посетили провинцию Кадис, здесь мы даже нашли за евро 44, то есть или чуть-чуть еще меньше. А что касается дизеля, которым пользуются здесь большинство, я бы сказала, чем бензином, он стоит сейчас порядка евро 58, евро 51, ну там в зависимости тоже от заправки. И нас удивило то, что в провинции Кадис можно дизель заправиться за евро там, 29, то есть значительно дешевле. И скидки действуют аналогично, как и было и раньше, то есть либо Carrefour, либо вот эта заправка Petroprix, которую я рекомендую. Ну, бывает много таких еще частных мелких, если по другим провинциям поездить, конечно, цены могут отличаться. Я вам говорю на примере Малаги. И последний мой бонус, который я часто рекомендую для вас, это дешевый способ выучить испанский язык в Малаге. Есть официальная школа языков EOE Малага, Escuela Oficial de Idiomas. У меня есть целое видео о ней, как мне записаться, сколько все стоит, как проходит обучение. Можете отдельно посмотреть. Сейчас только расскажу о ценах кратко. То есть цены в школе не изменились. Как они были в 2021 году, так они остались и сейчас в 2023 году. То есть, если вы первый раз записываетесь, то в год обучение стоит 76 евро. И если вы продолжаете обучение, то есть вы уже второй год учитесь, третий, то у вас обучение уже выходит порядка 56 евро. Это очень-очень дешево. Реально, я раньше платила такую стоимость за месяц в Москве обучения испанскому языку. Сейчас я школу уже закончила, уже получила C1, то есть туда я не хожу. Это максимальный уровень, кстати, испанского C1, которого раньше не было. Мы первая группа, которые ее закончили. Как нам сказали, раньше даже вообще в Андалусии не было этого максимального уровня, то есть все доходили только до B2. Ну и давайте подведем с вами итоги трат за месяц обычного человека. Сюда я не включила бензин, потому что не у всех есть машина, и школа языков. Естественно, конечно, это дополнительный бонус, кто будет тратить, сами сложите. То есть у нас тут аренда, интернет, электричество, газ, вода, коммунидат, страховка, то, что многие все равно ее имеют, и многие иностранцы, они просто обязаны иметь частную страховку, а не просто по своему желанию, да. Естественно, общественный транспорт. И в итоге получаем по моим суммам 1029 евро и 20 центов. Это просто, можно сказать, самый минимум для проживания 2 человек в Малаге. То есть порядка 1100 евро. Естественно, у всех могут отличаться. Может быть, аренда подороже. Электричество у нас, я сказала, то, что в нашем примере, и вода очень дешевые. У некоторых людей подороже. Вы рассчитываете приблизительно от 1100 евро. И это минимум. Конечно, если вы живете один, у вас траты не намного сильно уменьшатся, потому что аренда, она так и будет дорогой, даже на одного человека. Только если, может, вы комнату будете снимать. Но даже комната в Малаге сейчас стоит
от 300-350 евро. То есть такую, там, за 200 евро комнату вы уже не снимете. И, конечно, я хочу вам задать вопрос. А у вас какие траты за месяц? Можете написать сравнение со своей страной, либо, если вы живете в другой провинции Испании, что у вас дороже, что у вас дешевле. Это будет всем интересно, и мне в том числе, проанализировать, где сейчас дешево жить в Испании или вообще в какой стране, где хорошо жить, как говорится, да, как было в книге. Кому хорошо жить на Руси, а теперь кому хорошо жить в Испании? Ну что, проверим. Надеюсь, вам понравилось мое видео, оно было информативным и полезным. И также заходите на мой сайт, там скачивайте бесплатные чек-листы. Если вас интересует испанская кухня, там есть онлайн-гиды. И ставьте лайк моему видео. Надеюсь, вам оно понравилось. И до встречи в следующем. Адиос, пока!